Ровно 8 месяцев назад был убит Роман Бондаренко. Благодаря настойчивости белорусов по данному факту было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Однако виновные так и не были найдены. Еще в январе Байпол узнал, что причастный к убийству художника председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков, чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эльсмонт и другие. Все трое названных персонажей являются ярыми сторонниками нелегитимного и неоднократно были замечены с так называемыми дружинниками во дворах жилых домов в Минске, где они срезали БЧБ-ленточки и провоцировали местных жителей, в результате чего приезжали неизвестные в черном и задерживали людей. И пока настоящие убийцы до сих пор находятся на свободе, за рассказанную правду о смерти Романа журналистка Катерина Борисевич провела в тюрьме полгода, а врач Артем Сорокин был осужден на 2 года колонии с отсрочкой на 1 год. Остается надеяться, что до этого момента многое в нашей стране изменится, и честному медику уже не придется отбывать наказание ни за что. Команда Маланки выражает слова поддержки семье Романа Бондаренко. Как говорится, не забудем, не простим. Гражданская активистка, патриотка, многодетная мать, любящая жена и медик. Этого списка достижений вполне достаточно, чтобы бросить человека за решетку. Так, на днях стало известно о задержании в Боровлянах бывшей кандидатки в депутаты Марии Войтович. У нее дома прошел обыск, силовики вынесли всю технику. Женщину подозревают в связи с террористической ячейкой. Подробности дела пока не раскрываются, но на фоне всего происходящего в нашей стране вряд ли кого-то удивит обвинение матери 3 несовершеннолетних приемных детей в терроризме. Важно отметить, что Мария вот уже много лет является экоактивисткой. Она выступала против вырубки лесов и против загрязнения природы Беларуси, чем, видимо, и насолила нелегитимной власти. А ведь еще совсем недавно сама Наталья Качанова говорила о Марии, мол, нужно ориентироваться на таких активных людей. Видимо, под словом «ориентироваться» глава Совета Республики имела в виду арестовать ни в чем не повинную женщину. А тем временем в Боровлянах в поддержку Марии Войтович прошел небольшой пикет. У сторонников нелегитимного появился новый тренд – объявлять о покушениях на себя. Судя по всему, такой пример им подал сам Лукашенко, который спит и видит, что за ним приедут 150 джипов из Литвы, поэтому и спит, скорее всего, в бронике. Так вот, не успели улечься страсти по Григорию Озаренку и его героической победе над террористами, которые якобы пытались его захватить, как на сцену вышел Олег Гайдукевич. Бывший начальник Фрунзенского РОВД, а ныне так называемый депутат и лидер целой партии, на днях заявил о том, что в его дом бросили 2 коктейля Молотова. Впрочем, вскоре, давая интервью Геббельс ТВ, он уточнил, что коктейлей было 3. Не исключено, что одним из них была Маргарита, ведь в трезвом уме такую историю сочинить проблематично. Гайдукевич на полном серьезе заявил, что горючие вещества полетели в его сторону из-за его твердой гражданской позиции. Цитата: «Говорить то, что я думаю, нельзя? Нет, я буду говорить и буду отстаивать свою позицию». Эти слова бывший милицейский начальник адресовал неким неназванным врагам, которые жаждут крови нелегитимного и его пособников. Интересно, что так называемый депутат совсем упустил из вида, как его хозяин расправляется с теми, кто отстаивает позицию против беззакония. Что ж, мы напомним, Виктор Бабарико получил 14 лет тюрьмы, Павел Северинец 7 лет. Портал Тутбай уничтожен, этот список можно зачитывать очень и очень долго. Отметим, что в прошлом году Олег Гайдукевич заявил о своих президентских амбициях, но снялся с гонки со словами «я не проститутка». Хотелось бы посоветовать ему не быть столь категоричным. Из-за действий нелегитимного у белорусов фактически осталось только одно направление для туризма или побега из-под железного занавеса – Россия. Пока была открыта граница с Украиной, желающие отдохнуть в аннексированном Крыму направлялись туда через эту страну. По словам Лукашенко, такой маршрут был нужен, чтобы не обострять отношения с соседями. Но очевидно, что после инцидента с угоном самолета Ryanair и санкциями со стороны Украины самодержец понял, что на 2 стульях больше усидеть не сможет, и заявил, что планирует пустить прямые самолеты в Крым через Россию. Это был первый намек на то, что нелегитимный намерен официально признать полуостров российским. Второй намек дал глава МИД Владимир Макей в интервью пропагандистскому каналу Russia Today. Министр заявил, что если для общества, страны и государства такие рейсы будут выгодны, соответствующее решение примут. При этом Макей не смог обойти больную для режима тему санкций, обтекаемо уточнив, что в ситуации с прямыми полетами в Крым нужно учитывать все аспекты, связанные с их введением. Стоит отметить, что признание Крыма российским и последующая реакция украинской стороны станут жесточайшим ударом ниже пояса по экономике Беларуси. Впрочем, один пленный журналист не так давно похвалил стальные яйца Лукашенко, и, видимо, тот на радостях решил, что теперь ему любые удары нипочем.
Литва продолжает борьбу с нелегальной миграцией, а поможет ей в этом Европейское пограничное агентство Frontex, которое обеспечивает надежность внешних границ Евросоюза. Уже в ближайшие дни на границу будут отправлены сотрудники и пограничники из разных стран ЕС, входящих в состав Европейского постоянного корпуса пограничной и береговой охраны. Более того, Литва уже построила первые 500 метров ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью. По словам инженеров, его невозможно преодолеть без спецсредств. Все эти меры приняты для борьбы с нескончаемым потоком мигрантов. Только за первую неделю июля власти Литвы зафиксировали более 800 незаконных переходов на границе с Беларусью. А всего за этот год на белорусско-литовской границе было задержано около 2000 нелегальных мигрантов. Это в 20 раз больше, чем за весь 2020. В литовской полиции отмечают, что среди приезжих есть беременные женщины, несовершеннолетние дети без родителей. Часто встречаются люди с переломами ног, есть раненые. В свою очередь, руководство Литвы назвало действия белорусского режима гибридной войной и призвало Евросоюз незамедлительно ввести 5-й пакет санкций. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живе Беларусь!